С каждым своим релизом Тайлер расширяет окно Эвертона все больше и больше. Если раньше нам казалось, что мы были не готовы к таким эмоциям, смыслам и мыслям, то после очередного прослушивания нового релиза T все будто становится на свои места. Хотя еще до прослушивания мы не были готовы к таким метаморфозам и переобуваниям. До Flower Boy мы не знали, что нам может понравиться романтичный и меланхоличный Тайлер по сравнению с тем агрессором и бунтарем, который был на предыдущих работах и к которому мы привыкли. До Игоря мы не думали, что мы можем проявлять эмпатию и понимание к однополой любви. Но как оказалось, эмоции, вайб и переживания во времени разделенной любви вообще не отличаются от тех, что испытывают гетеросексуальные люди. Мы все уязвимы, и об этом альбом. И теперь же у нас Call Me If You Get Lost. И на этом альбоме Тайлер Акома отправляется в вояж по Европе, попутно рассказывая о своем успехе, перевоплощениях, мыслях о современном обществе и, что самое интересное, о девушке его друга, в которую он влюбился. Вы на канале Валера Молдой, и это обзор на... Приятного просмотра. Спонсор обзора нового альбома Тайлера – Holden Market. Holden Market – это один из крупнейших и пока единственный сертифицированный ВК-сервис по музыкальному продвижению и дистрибьюции. Они предлагают огромное количество услуг, начиная от настройки таргета и запуска реально работающей рекламной кампании, заканчивая продвижением в социальных сетях и рекламы концертов и мероприятий. Они работали с Бульваром Депо, Love 66, OG Buddha, Soda Love, Яниксом и многими другими крупными артистами. И если ты начинающий исполнитель или битмейкер и хочешь найти своего слушателя или покупателя, то Holden Market — это самый надежный и выгодный сервис по продвижению твоего личного бренда. Ну а для всех моих подписчиков, которые занимаются музыкой, мы с Holden Market объявляем конкурс на 3 призовых места, и от тебя требуется лишь скинуть свои треки на оценку и получить охуевшие призы. Ссылки на конкурс и на Holden Market в описании. Я не знаю почему, но так повелось, что перед выпуском каждого своего нового альбома Тайлер начинает еще за месяц или два выстраивать промоушен так, чтобы плавно погрузить слушателя в тот вайб и атмосферу, которая будет на предстоящем релизе. И в этот раз вся эстетика выстроена вокруг горячей линии поддержки и атмосфера вояжа по Европе, в частности, по Франции. Относительно самого названия альбома, оно отсылает к потере ощущения самоконтроля, а-ля потеряться в депрессии. Но если это название экстраполировать на эту эстетику путешествия, которая однозначно присутствует на этом альбоме, то можно дословно воспринимать название альбома как экстренная помощь потерявшимся в своем вояже. Ибо ну давайте согласимся, как путешествие можно назвать интересным, если вы не заблудились по дороге. И в подтверждение этой теории, еще на первом треке «Сэр Бодель» есть отсылка на это. Ведь диджей Драма говорит, что он рад, что мы все-таки добрались сюда, а это означает, что мы могли потеряться по дороге. Начиная с самого первого трека, ты понимаешь, что не продолжает концепцию Игоря, ведь Игорь был композиторским дебютом Тайлера. Ему было интересно, что если он от начала и до конца будет ответственен за свой релиз. И по итогу Игорь был больше инструментальным альбомом. Как ни крути, но музыка превалировала над словами в большинстве случаев. Но на... Мы возвращаемся к эпохе Scumfuck Flower Boy и более ранним релизам, типа Wolf или Goblin. Здесь максимально плотная читка, которую ты слышишь в 80% случаев. Каких-то музыкальных проигрышей или синтовых соло, как на Игоре, тут почти нет. Конечно же, за исключением трека Sweet, I Thought You Wanted to Dance, который в большинстве своем выполнен в стиле предыдущего альбома. А так, все, кто скучали по Тайлеру и его пулеметной читке, то этот альбом — это то, что вам нужно. Альбом... Это прям возвращение к истокам. Так, у меня один вопрос. Эта хуйня будет все время играть, когда я говорю... Да, походу, по всей видимости, всегда. Давайте в дальнейшем избегать названия этого альбома, ибо оно играет каждый раз, когда я говорю... Сам альбом Тайлер тизерил еще на красной дорожке Грэмми в 2020 году, где название альбома было видно на стикере его багажа. Да и сам Тайлер тогда намекал на эстетику предстоящего альбома. Одним из главных вдохновителей для релиза я считаю фильмы Уэса Андерсона, а если точнее, то «Отель Гранд Будапешт», «Остров собак» и бесподобный «Мистер Фокс». Если у Гранд Будапешта он взял эстетику этого европейского вояжа с криминальными нотками, то «Мистера Фокса» и «Собак» он иногда покадрово цитирует в своих мини-клипах. Но еще немного присутствует вайб «Поймай меня, если сможешь» с Ди Каприо и Томом Хэнксом в главной роли.
От Игоря его также отличает то, что он мягче и имеет более плавные переходы, чем предыдущий релиз T. Ведь на Игоре он мог сделать резкие каты прямо на дропе или на полуфразе, а на Call Me If You Get Lost каждый трек плавно перетекает в другой, без каких-либо резких бас-дропов а-ля Igor Sim. За исключением, конечно, трека Манифеста, который я считаю абсолютным бэнгером, как по смыслу, так и по звучанию. На Манифеста Тайлер и Домо ебашут по фактам за движение Black Lives Matter. Катализатором появления этого трека является ситуация, где белые сучки почему-то вопят на Тайлера за то, что он не поддерживает открыто БЛМ. И это не шутка, прям реально вопят, почему он не поддерживает своих черных братьев. А на этом треке T открывают все карты, что это ложная вера, во главе которой еще больше расизм. А культура отмены не дала миру ничего, кроме кучи загубленных карьер и унижения свободы слова. Это просто охуевший трек и один из самых сильных на этом альбоме. Но помимо этого в этом треке зашита очень интересная смысловая нагрузка. Критикуя БЛМ, Тайлер не преуменьшает эту проблему. Вместо этого радикального подхода, он предлагает подход более лояльный. И подход, который завязан на людской эмпатии, а не на агрессии и разрушении. Примерно на этом же уровне стоит совместка Тайлера, Узи и Фаррелла на Juggernaut. И кто бы знал, что эти трое образуют просто неебическое трио, где Фаррелл ни на сантиметр не отстает от Узи, а моментами выдает даже более сильные флоу-барсы, чем Узи и Ти. Вот тебе и 40-летний старичок. И что самое крутое, на альбоме нет лишних фитов. Даже Youngboy, который сейчас сидит в тюряге, или Lil Wayne, они находятся на своих местах и идеально дополняют эту картину своими куплетами. Но фит, который вам больше всего запомнится с этого альбома, это фит с DJ Drama, скиты которого разбросаны по всем трекам. И эти скиты образовывают единую историю, которую даже я сейчас не могу понять. Но самый мозговыносящий трек это однозначно Wilshire, который прямо сейчас для меня является эталонным в рэпе, как сторителлинг трек. На протяжении 9 минут ты не слушаешь музыку, ты смотришь настоящий фильм и погружаешься в эту историю, будто слушая настоящую аудиокнигу. И та история, рассказанная на этом треке о любовном треугольнике, это просто потрясающе. Вкратце, Аконма влюбился в девушку своего близкого друга, и проводя с ней все больше и больше времени, они понимают, что чувствуют одно и то же. Но девушка очень любит своего молодого человека и не хочет его предавать, поэтому их отношения с Тайлером превращаются в такую недодружбу и игру в догонялки. И что самое классное на этом треке, что эта интрижка не скатывается в такую склизкую, сексуальную драму с изменами и прочим. Это история прежде всего о уважении и о несуществующих, но прекрасных романтических отношениях. Весь альбом, за исключением скитов, улетел ко мне в плейлист. Кто-то говорит, что после Игоря они ждали чего-то большего, но это проблема ожиданий, и в них виноваты только сами люди. От Call Me If You Get Lost я получил абсолютно все, что я хотел. Я безумно обожаю Игоря, как вершину на данный момент композиторского гения Тайлера, но я невероятно соскучился по вайбу Flower Boy, Cherry Bomb и предыдущих альбомов, поэтому мне очень не хватало провокационного и стелящего факты Тайлера, который при этом не стесняется добавлять те скиллы, которые он получил на Игоре. По звукодизайну, мастерингу, подборе инструментов и мелодии, это сейчас эталонный альбом. Это вам не тай-биты, это настоящее искусство, с живыми инструментами и живой душой внутри всего этого. Но эстетика этого альбома просто потрясающая. Вся эта эстетика прошлого века и ощущение путешествия в сейчас закрытом от пандемии мире, этого очень не хватало. Call Me If You Get Lost чувствуется классикой уже прямо сейчас. Это чувствуется как альбом, к которому будем возвращаться очень часто. И это чувствуется как идеальный саундтрек к приятному летнему приключению, который, я надеюсь, у вас будет. Ну и конечно же, если вы потерялись, то...